Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узоров очень много, и там собраны уже приличные коллекции узорчиков для вашего удобства. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появится новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет. Отдельные слова благодарности за ваше внимание, за ваше участие в жизни канала. Спасибо вам большое. Теплые слова, приятные отзывы и большая фантазия у вас. Спасибо, спасибо вам огромное. Разные города, разные страны. Очень приятно. Я к вам с новыми ниточками, да. С ними мы уже работали. Помните, да, кто на канале Alize Baby Wool. И смотрите, она какой расцветочки, да. То есть секционного такого окрашивания. Очень интересная ниточка. Кто еще не вязал, смотрите. Сейчас вам покажу, упаковочку покажу. Так, это что у нас? Это у нас получается 40% шерсть, видите? 40% акрил и 20% бамбук. Моточки небольшие, 50 грамм, 175 метров. Так, смотрите, что нам говорит производитель по поводу номера крючка. Он говорит, что от единички до троечки, да, вот, мы с вами берем троечку. Мы вязали троечкой. Меня, в принципе, устраивает. Если хотите вязание более поплотнее, то, естественно, вы берете крючок поменьше. Если хотите более такое воздушно-рыхлое вязание, берете крючок, естественно, покрупнее. То есть это чисто индивидуально ваши ощущения, то есть вас здесь никто не ограничивает. Итак, я к вам с новым узорчиком. Как вы думаете, для чего? Правильно, платок на шею, то есть бактус. Очень интересно. Мне понравилось, как вот данная пряжа ложится непосредственно вот именно вот это вот окрашивание ниточки в узорчики. Так, предыдущие два бактуса, которые я вам показывала, смотрите в инстаграме, я выложу уже полностью готовые результаты. Угу. Итак, приступим. Набираем с вами. Вначале делаем петельку фиксации. Угу. Так, схему я прикладываю. Схема, получается, будет в видео в ютубе. И также я продублирую в инстаграме. То есть там, где есть схемы, заглядывайте, смотрите, делайте скриншоты экрана и пользуйтесь, потому что схема находится в общем доступе в интернете. То есть, пожалуйста, берите, пользуйтесь. А теперь делаем 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. И возвращаемся к первой петельке, вот к первой косичке, накид. И в первую петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз, раз. Есть. Дальше делаем опять 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Накид. И вот не в этот же столбик, да, где мы делали 3 петельки подъема, а в следующий, вот предыдущего ряда петельки подъема, в самую верхнюю петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, накид, сюда же нырнули и провязали еще один столбик с накидом. 2 петельки. Расширяем наши, так скажем, рядочки. Что делаем дальше? 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И сюда же, куда мы только что сделали 3 петельки подъема, сюда же провязываем столбик с накидом. Есть. И оставшиеся 2 столбика, а именно столбик и вот это вот 3 петельки подъема провязываем столбиками с накидом по одному столбику. Раз столбик. И в третью петельку подъема предыдущего ряда аккуратненько взялись и провязали второй столбик. Есть. То есть у нас получается сейчас с вами 4 столбика, да? 3 петельки подъема — это имитация столбика. Итак, идем дальше. 3 петли подъема. Раз, два, 3. Пока просто повторяйте. Поворот. Далее следующие 2 столбика провязываем обычными столбиками с накидом. Раз. И в следующий столбик 2. А вот там, где 3 петельки подъема, мы провязываем здесь с вами 2 столбика. Раз. И 2. Итого получается у нас здесь с вами 5 столбиков с накидом. Понятно, да? Идем дальше. Опять 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Сюда же мы провязываем, откуда только что были 3 петельки, столбик с накидом.
А остальные 4 столбика просто провязываем столбиками с накидом, то есть без прибавок. Раз, два, три. И последний столбик за петельку подъема 4. Аккуратненько. 4. Угу. Итого у нас с вами получается 6 столбиков петельки подъема. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков. Вот, как только вы посчитали, что у вас здесь находится 6 столбиков, так, сейчас ниточку перекладу, поменяю местами. Смотрим. Дальше у нас начинается самое интересное. Просто повторяйте пока. Ага. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. А сейчас нам необходимо будет сделать одну воздушную петельку узорчика. Есть. Итого получается 4 воздушные петельки. Дальше смотрим. Шагаем в следующий столбик. Смотрите, сделали накид, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп, остановились. Накид. Взяли, нырнули в следующий столбик, верхушку следующего столбика, вытянули ниточку, опять провязали 2 петельки, стоп. И когда у нас на крючке 3 петельки, провязываем их вместе. Угу, повторяйте пока. Следующие 2 столбика провязываем обычными столбиками с накидом. Раз, столбик с накидом, 2, столбик с накидом. А вот там, где 3 петельки подъема, мы расширим наш ряд за счет того, что провяжем здесь 2 столбика. Раз, и сюда же 2. Понятно? Пока непонятно, но просто повторяйте, начнет у вас вырисовываться узорчик. Идем дальше. 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. И повернулись. Сюда же, прям сюда же, провязываем столбик с накидом. Раз, два. Дальше 2 столбика провязываем столбиками с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Далее. Точно так же мы должны будем с вами, как вот здесь вот, да, провязали 2 столбика вместе. Провязываем вот эти вот 2 столбика перед вот этой арочкой вместе. Итак, раз столбик, не полностью, стоп. Накид, второй столбик, не полностью, стоп. Теперь все 3 петли вместе. Понятно? Дальше смотрите, что мы делаем. Тут у нас с вами, получается, была 1 воздушная петелька. Сейчас мы с вами делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И присоединяемся к 3 петельке подъема предыдущего ряда, делаем 1 столбик с накидом. Вот. У нас получается небольшая такая вот как бы сеточка, да, и вот такие вот столбики. Продолжаем дальше. Опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И смотрите внимательно. Здесь мы сделали 1 воздушную петельку, здесь 2 воздушные петельки. Сейчас у нас будет 3 воздушные петельки. Раз, два, три. По итогу с этого края мы набрали с вами 6 воздушных петелек. Накид. Далее. Вот точно так же провязываем, как 2 предыдущих ряда, то есть первые 2 столбика провязываем вместе. Ввели крючок, вытянули ниточку. Стоп. Провязали 1 раз. Накид. Еще раз нырнули в верхушку 2 столбика, вытянули ниточку, провязали 1 раз. Стоп. И когда 3 у вас петельки на крючке, провязали их вместе. Далее. Следующие 2 столбика провязываем обычными столбиками с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. А получается непосредственно в самый последний столбик, мы с вами провяжем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Видите? То есть постепенно начинает как бы формироваться такой вот узорчик из плотных столбиков и узорчик из таких вот как бы окошечек. Угу. Что делаем дальше? Опять 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же провязываем столбик с накидом. Есть. Далее. Следующие 2 столбика провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. И самые крайние 2 столбика, которые идут перед окошечком, вот эти, да, 2 столбика, мы их провязываем точно так же вместе. Накид, вытянули ниточку, провязали 1 раз, стоп. Накид, во 2 столбик верхушку зацепились, вытянули ниточку, провязали 1 раз, стоп. 3 петельки провязали вместе. Теперь
Точно так же мы будем делать воздушные петельки, но здесь внимательно. Здесь у вас будет 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Поняли, да? 1, 2, 3, тут 4. Теперь внимательно пропускаем 3 петельки, которые мы вязали здесь, и присоединяемся к третьей петельке, которая у нас была, ну, петельки подъема, да? Итак, провязываем столбик с накидом. Есть. Понятно. Дальше идем. Опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И здесь внимательно. Здесь мы с вами приступаем к провязыванию вот точно такой же полосочки. То есть у нас будет еще одна полосочка также формироваться. Поэтому сюда же мы делаем столбик с накидом. Вот откуда у нас 3 петельки подъема вышли, сюда же столбик с накидом. Есть. Дальше. Здесь вот будьте внимательны. Сейчас мы с вами сделаем 2 воздушные петли. Раз, два. Так. А потом мы сделаем с вами небольшой, так скажем, пико. Раз, два, три. И вот к тем 2 петелькам, которые мы провязали, да, раз, два, ко второй петельке возвращаемся. Вытягиваем ниточку и сразу же ее протягиваем через петельку на крючке. То есть вот такое вот пико получилось. Дальше 1 воздушная петелька и присоединяемся вот к нашим крайним столбикам. Мы здесь будем провязывать точно так же 2 столбика вместе. Раз, два, провязали. Далее 2 обычных столбика. Раз, два. И получается в третью петельку, да, подъема провязываем столбик с накидом. Раз. И сюда же столбик с накидом 2. Угу. Вот, смотрите. Вот такая начинает потихонечку вырисовываться картина. То есть у нас здесь, получается, будет ровный край. Ну, грубо говоря, здесь будет шейка, да? А тут, получается, краешек свободно будет уходить. То есть бактус наш будет расти опять точно так же треугольником, вот как 2 предыдущих. Вот. И вот такая вот полосочка будет идти, 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 идти. Дальше будет присоединяться следующая полосочка. Потом будет еще следующая полосочка. И так далее, и так далее. Будет очень-очень красиво. Поэтому повторяйте. Если что, перематывайте чуть-чуть назад. Должно быть все классно, шикарно получиться. Угу. Ну, я надеюсь, что вы поняли принцип, да, что вот эта вот часть, да, вот именно 2 столбика вместе провязанных, 2 обычных столбика, и затем 2 столбика с одной верхушки будут выходить. Это будет все время одинаково с этой стороны. Понятно? То есть здесь не запутаться. Самое главное, что здесь просто будет добавлять, добавлять, добавлять. Этот край неизменный. Угу. Все, идем дальше. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Сюда же опять провязываем столбик с накидом. Далее 2 обычных столбика провязываем, как мы договаривались. Эта сторона у нас все время одинаковая, да? Это часть полосочки. Далее следующие 2 столбика провязываем вместе. Раз, за верхушку следующего взялись. 2, провязали вместе. Идем дальше. Точно так же провязываем 2 воздушные петельки. Так, к этой петельке будем присоединяться, делать пико. Раз, два, три. Вернулись ко второй петельке, нырнули, вытянули ниточку и тут же провязали через петельку на крючке. Опять 1 воздушную петельку сделали, и теперь переключаемся вот на наши вот эти вот столбики. Итак, здесь у нас будет прибавление сейчас, поэтому вот за этот столбик, самый первый, мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз, столбик с накидом, 2, столбик с накидом. А в последние 3 петельки, которые были подъема, тут мы провязываем 1 столбик с накидом. Опять же, пока повторяйте. Если немножечко как бы, ну, не укладывается в голове, просто пока повторяйте, потом поймете. Угу. Вот такая вот красота. Дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Вот в следующий столбик мы провязываем 1 столбик с накидом. Так. А крайний столбик, который получается перед этим пико, сюда мы провязываем 2 столбика с накидом. То есть, видите, наша как бы полосочка еще одна начинает расти. Так, дальше. Точно так же делаем 2 воздушные петельки. И вот ко второй петельке будем прицеплять наше пико. Раз, два, три. Вернулись ко второй петельке. Протянули ниточку. Сделали еще 1 воздушную петельку. И теперь наши, получается, вот эту вот нашу полосочку провязываем точно так же, как мы всегда ее провязываем. Итак, первые 2 столбика провязываем вместе.
Раз, два, провязали. Следующие 2 столбика по отдельности. Раз столбик, 2 столбик. И в последний столбик мы провязываем 2 столбика. Раз. И сюда же 2. Есть. Вот, внимательно смотрите. Видите, начинает формироваться еще одна такая полосочка с треугольничком. Угу. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Сюда же столбик с накидом. Далее 2 обычных столбика, как мы провязываем. Столбик 1, столбик 2, а последние 2 столбика провязываем вместе. Раз, два, все вместе. Опять делаем такое же пико. 2 воздушные петельки. Держим вторую нашу петельку, чтобы не потерять. 3 воздушные петли. Вернулись ко второй петельке. Нырнули в нее, вытянули ниточку и тут же провязали через петельку на крючке. 1 воздушная петля и переключаемся вот на нашу новую, так скажем, полосочку. Так, то есть первый столбик мы делаем 2 столбика. Раз и 2. А далее смотрите, по схеме, как у вас указано, да, то есть следующий столбик идет обычный столбик, а потом, я не знаю, для каких целей, вот эти 2 столбика написано, что нарисовано, что провязываются по схеме вместе. Давайте сделаем обычно, не будем путать голову. Просто 1 столбик и 2 столбик. Договорились? Потому что дальше по схеме, получается, от одного столбика должны выходить как бы рогаточка, 2 столбика. Да? Ну, давайте мы оставим с вами 1 столбик. Раз, два, 3 петельки подъема, да? И никакой рогаточки делать не будем, а просто сразу же во 2 столбик провяжем еще 1 столбик. Потому что далее по схеме, если посмотрите, никакого совместного вязания вот этого нет. Понятно? Еще раз. То есть мы с вами в предыдущем ряду провязали с одного столбика 2 столбика, да? Далее 3 столбика по одному. Все. То есть у нас в итоге получилось 5 столбиков. Идем дальше. Поворот. 3 петельки подъема. Следующий столбик провязали. Далее опять делаем 2 столбика. Раз столбик, 2 столбик. И в последний столбик провязываем за одну верхушку 2 столбика. Итого у нас получилось 6 столбиков. Правильно? Все. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все то же самое, как и должно получиться по схеме, только мы здесь с вами столбики не провязывали вместе. Ну, скажите, не хуже, да? Смотрится отлично. Итак, делаем дальше пико. 2 воздушные петельки. Раз, два. Далее. Раз, два, 3. Вернулись ко второй петельке. И провязали одной петелькой наши все петельки с крючка. 1 воздушная петля. И мы уже знаем, как мы здесь провязываем. Да? То есть опять первые 2 столбика мы провязываем вместе. Есть. Далее 2 столбика обычных. Раз, два. И в последний столбик, вернее в третью петельку подъема, мы провязываем 2 столбика. Раз, и сюда же 2 столбик. Как вам? Видите? Все, мы сформировали, получается, у нас идет 1 полосочка. Мы сформировали 2 полосочку. Сейчас будем здесь, естественно, начинать делать уже 3-ю. Начало для 3-й полосочки. Итак, провязываем опять нашу полосочку точно так же. Мы уже знаем, как ее вязать. Раз, два, 3, поворот. Сюда же столбик с накидом. Далее 2 обычных столбика. Раз столбик, 2 столбик. И последние 2 столбика провязываем вместе. Раз, два, 3 петельки. 3 петельки провязываем вместе. 2 воздушные петельки. 3, потом воздушные петельки. Возвращаемся ко второй. Делаем наше пико. Воздушная петелька. И дальше перешагиваем к нашей 2 полосочке и провязываем ее точно так же, как вот нашу 1-ю полосочку. То есть мы в первый столбик провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее следующие 2 столбика мы провязываем обычными столбиками. Раз столбик, 2 столбик. А последние 2 столбика мы провязываем вместе. Помните, да? Раз, два. Провязали. И теперь будем формировать
помните, как мы здесь формировали, мы будем формировать новую полосочку. То есть мы делаем одну воздушную петельку и вот в третью петельку подъема шагаем и делаем столбик с накидом. Есть. Дальше 3 воздушные петли. 1, 2, 3, поворот. Далее, смотрите, здесь у нас одна воздушная петелька была, значит в следующем ряду 2 воздушные петельки. 1, 2. То есть вот по итогу мы здесь сделали 5 воздушных петелек. Итак, далее шагаем, получается, к нашим столбикам. То есть первые 2 столбика провязываем вместе. 1, 2, 3 петельки провязали вместе. Дальше 2 обычных столбика. 1, 2. И в последний столбик мы провязываем опять 2 столбика с накидом. 1, 2. Понятно. Опять 2 воздушные петельки. Держим вторую петельку. 1, 2, 3. Делаем пико. Возвращаемся ко второй петельке. Вводим крючок и вытягиваем нашу петельку. Оп. Опять 1 воздушная петля. И провязываем нашу полосочку. Мы уже знаем ее. Мы уже умеем ее провязывать. То есть 2 столбика вместе. 2 обычных столбика. Видите, да? Уже вязание начинает повторяться. То есть я вам сейчас покажу, как мы сделаем еще третью полосочку, а дальше вы уже будете полностью сами вязать. 1. И сюда же еще 1 столбик. 3 воздушные петельки. Так, вот видите, как получается. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Сюда же провязываем еще 1 столбик. 2 обычных столбика, то есть полноценных столбика с накидом. И последние 2 столбика мы провязываем вместе. 1, следующий столбик, 2 и вместе. 2 воздушные петельки. 1, 2, 3. Наше пико. Уже знаете его. 1 воздушная петелька. Опять тоже точно так же, как и здесь в начале, провязываем. За первый столбик мы провязываем 2 столбика. 1 и сюда же второй столбик. Так. Далее 2 обычных столбика. 1, 2. И последние вот эти 2 столбика перед этой арочкой провязываем тоже вместе. 1, 2. Поняли, да? За счет того, что мы с одной стороны прибавляем, а с другой стороны убавляем, у нас такой вот сикость-накость и идет. Поняли, да? То есть видите, как косая-косая полосочка. Итак, вспоминаем. Здесь у нас была 1 воздушная петля, здесь 2 воздушные петли. Значит, здесь мы будем с вами делать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И аккуратно, внимательно 2 петельки отсчитываем и к третьей присоединяемся и провязываем здесь столбик с накидом. Заканчиваем наш ряд. Есть. Далее. Опять 3 петельки подъема, поворот. Считаем 1 воздушная, 2 воздушные, 3 воздушные. Значит, здесь будут 4 воздушные. Итак, 1, 2, 3, 4. По итогу 7 получается воздушных петелек. Все, дальше те же самые полоски. Полоски вязать умеете? Умеете. Давайте самостоятельно провяжите полосочку до конца ряда. Так, полосочка прошла. Дальше пико, полосочка, вернулись, полосочка, пико, полосочка. Здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте. Дошли туда и вернулись обратно. То есть полоска, полоска, вернулись, полоска, полоска. 4 полоски я вас встречаю. Так, у вас получилось, да? То есть мы пошли с вами в одну сторону, теперь вернулись, да? Сделали с вами 4 полосочки. И вот помните, да? То есть мы, получается, здесь сделали 3 петельки подъема и 4 воздушные петли. Как только мы это сделали, значит, следующий ряд мы делаем уже с пико. Угу. Итак, опять 2 воздушные петельки после нашей полосочки. Потом 3 петли для пико. Возвращаемся ко второй петельке и делаем пико. 1 воздушная петля. А теперь смотрите, получается, мы здесь, вот как помните, здесь тоже так как пико начинается, да, значит здесь у нас что? В одну, получается, в один столбик, в одну петельку подъема мы провязываем 2 столбика. Итак, аккуратненько пропускаем здесь 4 петельки. 1, 2, 3, 4, да, и в третью, получается, петельку подъема ныряем и здесь провязываем 2 столбика. Все. У вас самое главное здесь просто должны быть ориентиры. Правильно? То есть, когда вы могли знать, когда у вас начинается пико, когда у вас начинается новая полосочка, все, начинается новая полосочка. Помните? 2 столбика, потом прибавляли 3 столбика, потом 4,
5, 6. Как только 6, да, все, начинается уже новая веточка. То есть делается уже воздушная петелька. Поняли? Еще раз, смотрите. Начинали с вами. Получается, когда провязали 4 воздушные петельки, в следующем ряду мы делаем пико. Так? В следующем ряду, когда сделали пико, в этом же ряду мы делаем 2 столбика с накидом. А дальше начинаются прибавки. То есть по краешку прибавок у нас не идет, прибавки у нас идут непосредственно в стороне, где находится пико. Понятно? Вот. Сделали 3 столбика, 4 столбика, 5 столбиков, 6 столбиков. 6 столбиков сделали, все. Следующий ряд вы делаете уже непосредственно 2 столбика вместе, а между, получается, первым столбиком и 2 столбиками будет воздушная петелька. Внимательно смотрите схему, внимательно повторяйте, и у вас все обязательно получится. Понятно? То есть вот эти полосочки крайние вы уже вяжете неизменно. Так? Единственное, что вы здесь следите. 2 столбика, 3, 4, 5, 6, и опять начался новая веточка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угу. Давайте. Внимательно смотрите за схемой, повторяйте. Так? Встретимся через несколько рядочков, посмотрим, что получается, как меняется цвет. Договорились? Давайте, получится у вас. Так, ну смотрите, провязала несколько рядочков, да, получается у меня уже 1, 2, 3, 4, пошла 5-я полосочка. И вот смотрите, сижу и думаю, какая сторона все-таки должна быть на шее. То есть ровный краешек, да, либо вот здесь вот получается по шейке должна быть. Либо здесь обвязочку какую-то придумать. Интересно. Смотрите, вот такой переход цвета. Розово-оранжево, розово-синий. Такой какой-то бирюзово-зелененький, такой морской. И потом опять пошел красненький. А потом будет опять оранжевенький. Переходить вот такие вот. Ну, прикольно, интересно. Такие переходы, да? Интересно. Я вот единственное, что вот сейчас думаю. Девчата, напишите. Ребята, девчата, напишите в комментариях. Все-таки он же, получается, будет расти треугольником, да? И вообще не принципиально получается по узорчику, где сторона какая будет на шее. Так вот опять же вопрос. Вот эта сторона будет к шее, а это на груди, да? Либо наоборот. Вот такая вот сторона будет на шейке, да? Наверное, да. Да, он же будет так вот заворачиваться по шейке, да? А этот краешек будет ровненький. Ну все, я думаю, что я тоже буду его довязывать. Мне интересно, мне нравится. И, ну, слушайте, вяжется легко, вообще затягивает сильно. Красота. Ну, получается, в силу того, что здесь столбики обычные с накидом, то есть не удлиненные, не с 2 накидами, да, как в предыдущем, то вяжется, конечно, чуть помедленнее. То есть осталось еще больше, конечно, полмоточка, но я уже как бы рада этому результату. Как вам? Да? Надеюсь, вам видео понравилось, надеюсь, все понятно. Читайте схему, перематывайте, если что, видео, задавайте вопросы, ставьте свои лайки, пишите комментарии, обязательно буду ждать. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много интересных видео. А также нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда появится новое видео на канале. И не забывайте делиться своими друзьями и подружками в соцсетях. Под видео находится стрелочка «Поделиться». Делитесь, пожалуйста, заранее. Спасибо большое. Спасибо, что досмотрели видео до конца. И до новых видео. Всем пока-пока.